job was to restore me to a reality sense and to integrate me back into the community as a working, productive citizen and a taxpayer. Уильям Стэнли Миллиган родился во Флориде 14 февраля 1955 года и был вторым ребенком в семье из 3 детей. Детство его нельзя назвать спокойным. Отец постепенно погружался в депрессию и алкоголизм, в конце концов покончив с собой, когда Билли было 4 года. Позднее исследователи отметят, что первые признаки расщепленного сознания, скорее всего, проявились примерно в то же время. К 5 годам у Билли уже имелись 3 дополнительных личности: немой мальчик Шон, девочка-дислексик Кристин и безымянный мальчик. Затем мать уехала из Флориды в Огайо, забрав детей с собой, но и на новом месте дела у нее шли не очень хорошо. Она вышла замуж за Чалмера Миллигана, который вскоре после свадьбы начал избивать жену, в то время как Билли терпел от него не только побои, но и сексуальные домогательства. Согласно показаниям Билли, когда ему было 8 лет, отчим связал его в сарае и изнасиловал. По мере того, как мальчик рос, в нем формировались все новые и новые личности, что очень мешало получить ему хоть какую-то нормальную работу. Одно время он даже работал телохранителем местного драгдилера. Все это закономерно закончилось попыткой вооруженного ограбления аптеки в 1975-м. Билли был пойман и отсидел до начала 1977-го. Уже в конце того же года Миллиган вновь был арестован, на этот раз за несколько попыток изнасилования, предпринятых около университета Огайо. Одна из его жертв позднее скажет, что насильник вел себя как 3-летняя девочка, но истинный смысл этого замечания поймут значительно позже. Миллиган, уже известный полиции, был вскоре опознан. В его квартире провели обыск и обнаружили там несколько видов оружия, что нарушало условия его освобождения из тюрьмы. Так Миллиган попал в тюрьму штата Огайо, в которой попытался покончить с собой. Во время подготовки судебного процесса по его делу странным поведением заключенного особенно заинтересовались психиатры. В ходе серии медицинских обследований Миллигану сначала ошибочно диагностировали шизофрению, а затем множественное расстройство личности. Это дало возможность его адвокатам выдвинуть линию защиты, согласно которой Миллиган не может быть признан в полной мере ответственным за свои действия. Они утверждали, что преступление совершала отдельная личность, проявляющаяся из-за психически нестабильного состояния обвиняемого. В 1978 он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику и пробыл в различных медицинских учреждениях последующие 10 лет. На начальной стадии лечения в конце 1970-х у Билли выявили 10 дополнительных личностей. 2 из них, Артур Смит и Рейджин Водосковинич, контролировали остальных, устанавливая для них правила и часы посещений физической оболочки Миллигана. Артур был утонченный, образованный англичанин, эксперт в науке и медицине, самостоятельно изучивший арабский язык и суахили. Рейджин был югославским коммунистом, экспертом по оружию и рукопашному бою, отвечавший за общее тело в опасных ситуациях. Позднее, во время углубленной терапии, врачи обнаружили еще 14 дополнительных личностей. Большинство из них были объявлены нежелательными Артуром и Рейджином за неподчинение общим правилам или физическую опасность для тела. В число основных 10 личностей, кроме 2 лидеров, входили такие разные персонажи, как лесбиянка Адалана, ответственная за изнасилование, поскольку испытывала сильную потребность в близости с женщиной, 8-летний мальчик Дэнни, принимающий на себя боль всех остальных личностей, и механик Томми, умеющий взламывать замки и освобождаться от смирительной рубашки. Среди нежелательных личностей попадались тоже очень разнообразные, начиная от 2 приятелей из Бруклина, промышляющих мелким криминалом, и заканчивая пародистом, который издевался над тюремной охраной и другими личностями, пародируя их акцент. Что интересно, почти все личности Миллигана занимались творчеством, в основном поэзией и рисованием, а также игрой на музыкальных инструментах, причем каждая личность имела собственные предпочтения в каждом их виде.
По мере лечения врачи обнаружили у Миллигана и 24-ю, пожалуй, наиболее интересную личность. Это был некто учитель, своего рода метасознание, имеющее доступ к воспоминаниям всех прочих личностей и способное выстроить их в правильном порядке. Насколько можно судить, именно благодаря работе учителя, который активно общался с медиками, помогая им узнавать все необходимые подробности жизни пациента, Билли Миллиган смог постепенно достичь целостности. Он был признан излечившимся и не представляющим опасности для общества в 1988 году и окончательно освобожден в 1991, став впервые за свою сознательную жизнь единой личностью. В середине 1990-х он перебрался из Огайо в Калифорнию, основал кинокомпанию и планировал работать в кинематографе, однако потом оставил эту затею. Позднее его след теряется, поскольку его друзья и знакомые потеряли с ним связь, и о его передвижениях по стране имеется очень немного данных. Но точно известно, что 12 декабря 2014 года Билли Миллиган скончался от рака в Колумбусе, штат Огайо, немного не дожив до 60 лет. Несмотря на свои преступления, в том числе обвинения в похищениях и изнасилованиях, он стал символом сложной природы психических расстройств и вызвал общественные дискуссии о роли психиатрии в судопроизводстве. Случай Миллигана вошел в учебники психиатрии и стал основой как минимум для 2 документальных книг о его жизни, не считая бесчисленных попыток экранизировать его историю. Билли стал первым человеком в истории США, которого признали невиновным по причине диссоциативного расстройства идентичности. Спасибо за просмотр видео. Ставь лайк, если было интересно. И подписывайся на канал. Впереди нас ждет много интересного.